видите? Смотрите. Раз, два. Раз, два. Ассаламу алейкум, здравствуйте, мои дорогие. Я рада приветствовать вас сегодня на нашем канале. Сегодня я хотела поделиться с вами рецептом хлеба из пшеничной муки первого сорта. Ну что у нас тут идет? Вы знаете, вообще-то этот хлеб еще называется, он деревенский. Вообще вот из муки первого сорта вы можете сделать 3 вида хлеба. Если вы хотите больше дырок, да, вот сегодня я буду делать деревенский хлеб, поэтому полный рецепт дам, значит, мука. Потом, значит, я сделаю обязательно, вода у меня уходит, все, здесь 500 миллилитров. Мука у меня уходит 650-680 грамм. Обязательно дрожжи 6-7 грамм. Соль у меня идет 10 грамм. И сахар 5 грамм. Все, и вот смотрите, сегодня у меня термометр. Обязательно. Так, ну начинаем тогда. Я всегда начинаю с приготовления опары. Здесь вот у меня, смотрите, вода. Вода у вас должна быть не выше 40 градусов. Для чего? Ну, вы знаете, чтобы у вас дрожжи не сгорели. Вот сейчас я включу термометр. 37-38 градусов. Должна быть такая тепленькая водичка у вас. Вот смотрите, у меня вот сейчас температура, да? 37,8 градусов вот этой воды. Теплая водичка, не выше 40, я сказала, да? Теперь я вот в стакан наливаю вот из общего количества нашей воды, наливаю сюда миллилитров 50 где-то, вот, из общего количества. Добавляю сюда дрожжи наши. Вот так вот. И сахар. Все, и перемешиваю. Вот у меня сейчас комнатная температура 22 градуса по Цельсию. Вот хорошо размешайте все, и у нас пускай она постоит. Пока у вас не образуется, вот дрожжи не поднимутся, не образуется там шапочка. Смотрите, мы приготовили нашу опару. Сейчас она у нас постоит. Я даже ее не накрываю. Ну, минут 5-10, и все уже. Вот видите, уже они начали вот активироваться, наши дрожжи. Все. Так, смотрите. У нас вот опара. Видите, шапочка такая образовалась, поднялась. Все. Теперь начинаем, значит, замес теста. Вот. Смотрите, у меня температура вот 40 градусов, 42. Это не важно. Сейчас почему? У меня вот эта вот посуда, она же более холодная. Смотрите, вот эта миска. Так что у меня уже вода немножечко и остынет до 38 градусов. Все, я наливаю воду. Это оставшаяся вода. Здесь я 50-100 миллилитров опары добавила. Все. Добавляю сюда опару нашу. Перемешаем. Перемешали хорошенечко. Теперь добавляем муку. Смотрите, я буду постепенно муку добавлять. У меня здесь вот где-то 680 грамм муки. Я добавляю частично. Она у меня полностью просеяна. Так, и обязательно вот сюда, вот прям в муку, смотрите, вы должны вот эту вот соль насыпать. В описании, конечно, под видео полностью я вам дам полный рецепт. Все, мы замешиваем вот это вот наше тесто. Вот эта лопаточка такая хорошая. Специально, смотрите, вот для дрожжевого теста. Очень хорошо. Вообще для теста, для приготовления любого теста она удобна. Добавляем нашу оставшуюся муку. Постепенно. Немножечко оставляю. А растительное масло я сюда добавлять не буду. Для того, чтобы у вас получились дырочки, вы не добавляете сюда растительное масло. Естественно, муки немножечко добавляете поменьше. Есть магазинная мука, туда вот побольше немножко муки уходит. Потом есть, знаете, такая по типу чиабатты даже есть мука. Вот. Но вот это вот такой по типу деревенского хлеба. У нас, смотрите, вот такое вот пластичное, жидкое вот такое тесто. Вот вы замешиваете, да, вот смотрите, у вас вот такое вот мягкое, да, липкое тесто бывает. Эластичное тесто. Вы его слишком не знаете. Я вот знаете, что делаю? У меня вот есть один секрет. Я сейчас на какое-то время, как мы говорим же, да, на аутолиз, мы ее ставим минут 10, оставьте ее в покое, а потом еще немножечко будем вымешивать ее. Понимаете? Вот эта клейковина, вот она разойдется, вот, и будет нам легче. Она не будет слишком сильно. Вот сейчас минут на 10 я ее оставляю. Так, у нас вот, смотрите, минут 10 постояло наше тесто. Почему я делаю? Клейковина немножко укрепилась, да? И все-таки я немножечко вот это тесто вот сейчас я выложу на стол полностью. Видите, оно у нас липкое такое. Оно у вас должно быть таким липким. Но я не добавила сюда, вот видите, растительное масло,
чтобы у нас были побольше дырочки. Полностью летние. Немножечко я вот слегка припыляю мукой. Немножечко замешивать буду его. Смотрите. Не сильно. Не забивать мукой. Для того, чтобы вам легче было замешивать. Вот так вот, смотрите. Немножечко мукой я припылила. И видите, вам уже легче работать с этим тестом. Минут 10 поставила, смотрите. Можно сделать так, чтобы оно мягкое, очень мягкое, эластичное. Я вам даже покажу, вот какой мягкости. Смотрите. Вот какое оно мягкое. Видите? Немножечко помесим. Ну, вообще, мука первого сорта не любит. Особенно вот этот вот вид хлеба, чтобы мы сильно его месили. Мы делаем деревенский хлеб. Я в тесто не добавляла растительное масло. Вот сейчас немножечко, вот знаете, для чего? Для того, чтобы потом вам легче было вынимать это тесто из формы, когда будет оно у нас готово. Так, буквально все. И выкладываю, видите, наше тесто. Все равно липнет немножечко. Я померить, да, температуру. Вот здесь у нас 29 градусов где-то, видите? Температура нашего теста. Все, и теперь закрываем. Я ставлю на расстойку. Вот при этой температуре. В теплое место. Смотрите, на расстойку, значит, мы ставим на 1,5 часа. Но через 40 минут мы должны его немножечко обмять. Для того, чтобы тесто у нас получилось гладким. Такое будет гладкое. Плюс, знаете, клейковина такая больше укрепится. Для того, чтобы при выпечке и хлеб будет у вас пышный более. Так, поставила наше тесто. Открываем. Ну, оно у нас увеличилось, ну, где-то, знаете, почти в 2 раза. Да? Сейчас у нас прошло 40 минут, да? И я сделаю вот такую обминочку одну. Выпустили воздух. Мука первого сорта любит обминочку, чтобы была гладкая у нас консистенция. И опять поставим. У нас остается теперь 50 минут. Продолжается наша расстойка. Значит, наши 1,5 часа прошли расстойки. Теперь мы открываем наше тесто. Вот смотрите, в 2 раза увеличился. Вот. Я его сейчас вот немножечко припылю мукой, слегка. Берете вот так вот, старайтесь вот так вот перевернуть его. Видите, какое тесто красивое. Пускай немножечко постоит. Минут 10. Так, прошли наши минут 5-10, вот где-то проходит. Для чего? Мы вот 5-10 минут даем на вот небольшой, вот, чтобы оно постояло у нас. Ну, для того, чтобы у вас было, во-первых, вам будет легче его формировать, не будет рваться при формовке будет тесто. Вот. Вот. Теперь я вот делю ровно посередине. Складываете и будете заворачивать. Так, пускай немножечко еще вот постоит, разойдется, я еще раз буду его. Минут 5 пускай еще постоит, 5-10. Так. Вот так вот распрямляете его прямо руками. Потом так складываете. И начинаете вот так вот рулетиком закручивать. Раз, так, и фиксируйте. Защипывайте хорошенечко. Со всех сторон. Немножко присыпьте мукой. Вот это вот специально у меня вот такая вот. Ну, не бумага для выпечки, а специально вот такая вот клееночка для выпечки у меня есть. Вот смотрите, придаете вот такую вот небольшую овальную форму. И то же самое со вторым тестом.
к расстоянию вот между ними, да, вот сейчас оно будет увеличиваться, вот эти вот, да, у меня два вот теста. Смотрите, значит, расстояние должно быть, вот когда оно увеличивается, 4 сантиметра, 5 сантиметров. Потому что выпекаться будет, опять будет оно расширяться, тесто, естественно, подниматься. Поэтому вот такое вот расстояние. Поэтому я вот сейчас вот так вот сделала, все, и я его накрою. Подготовили вот 2 батона у нас получилось, да? Вот. Это уже вот. Все, накрываем его. И у нас оно будет стоять теперь, представляете, ну, приблизительно 50 минут или час. Ну, в зависимости от того, какая у вас мука. Вот. Ну, в смысле, это первого сорта, но все равно мука бывает у каждого, значит, своя. Теперь у меня будет стоять на расстойке еще 1 час. Вот у нас постояло, смотрите, еще расстойка, 1 час ровно. Немножечко мы вот так вот мукой присыпем. Хлеб обязательно. Все, обсыпали мукой вот немножечко. И вот такие надрезы сделайте. Я по 3, вот так вот, иногда по 4. Надрезы делаю все. Все, ставите в духовку, предварительно разогретую. До 200, вот смотрите, у меня вот почти максимальный, да, здесь где-то вот 250, да, у меня. Но я немножко сделаю пониже, 230. Почему? Потому что у меня очень высокий градус. Смотрите, у меня внутри, вот я поставила миску вот с водой. Видите, режим у меня вверх-вниз идет, чтобы был пар в начале. А потом минут через 15 мы уберем вот эту мисочку с водой. Все. И снизим немножко температуру до 200, 10 до 200. Будете ориентироваться на свою духовку. Вот наш хлеб. Глухой, видите, вот такой. Вот когда глухой вот такой вот звук, когда вы постукиваете, то значит это у вас уже готов. У нас 40 минут в общей сложности у меня стоял. Ну что, вот испекся наш хлеб в Хандаке. Сегодня вот видите. Да. Давайте. Мы, как и обещали, значит, вот батоны просто бомба. В прошлый раз мы готовили, но я не дала рецепт. И вот сейчас я решила вам дать рецепт. Сейчас давайте вот порежем. Давайте как он порежем. у нас получился. Посмотрим. Вот такой вот у нас хлеб, видите? Как я и говорила, да, вот чтобы у вас были, вот видите, дырочки вот такие большие. Это деревенский хлеб. Если вы будете готовить по этому рецепту, то у вас получится вот такие вот дырочки. Он будет такой большой, пышный, понимаете, получается очень. Смотрите. Раз, два. Раз, два. Очень хорошие получились. Мягкие такие. Да. Запах такой очень приятный. Аромат идет такой приятный. Действительно деревенский хлеб. Ну давайте я сейчас вот порежу. Это у нас что? Это у нас сыр творожный. Сливочный такой, специально вот для этого хлеба, для белого. Да, очень красиво получилось. Такое сочетание. Давайте тогда будем пробовать. Ну давайте. Ох, как приятно пахнет. Вкусно? Очень вкусно. Вот это сочетание всего очень вкусно. Просто словами не расскажешь, не скажешь. Просто надо пробовать. Мы рады, что сегодня вы были с нами вместе. Желаем вам здоровья, счастья, процветания, успехов, уюта и тепла и мира вашему дому. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему каналу. И также я хотела сказать, если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте именно по выпечке вот этого хлеба. Вот, или еще какие-нибудь новые рецепты. Дело в том, что очень многие меня попросили, и, значит, на канале попросили, чтобы я приготовила вот этот хлеб. Я один раз готовила, но рецепт я не давала.
Поэтому я специально вот по заказу, и очень многие, просто мои знакомые многие просили, чтобы я приготовила вот сегодня вот. Очень простой рецепт, и получается очень красиво, Да, такая, рецепт очень простой. настоящий. Вот я... Деревенский, да? Деревенский, да. В магазинах такое не увидишь. Очень Ароматный. вкусно, да. Также я еще готовлю бородинский, вы знаете, вот черный хлеб. И если в комментариях вы меня попросите, пожалуйста, я могу и это тоже приготовить на канале. До новых вкусных встреч вместе с вами. Удачи У нас вам. на канале. Можно вообще в виде чиабатты, вот типа вот еще больше даже. Но там уже рецептура слегка меняется. Ингредиентов минимум сюда уходит. Да, Всего очень 4. простой.